Картофельный салат. И, конечно же, нам потребуется сама картошка. 3 средних картофеля я буду сегодня готовить. И нам нужно сначала картофель порезать на более мелкие части. Вы можете, конечно, отварить картофель целиком, но если порезать его кусками среднего размера, так он быстрее проварится. После того, как мы нарезали картофель, мы его промываем в холодной воде, чтобы смыть крахмал. Затем кладем в кастрюлю, заливаем водой, чтобы покрывала картофель, и также нам потребуется 4 яйца, которые мы также должны отварить вкрутую. Мы добавляем в картофель 1 чайную ложку соли, а в яйца мы добавляем уксус 1 столовую ложку. И отвариваем картофель, яйца отвариваем вкрутую. Также подготовим следующие овощи, а именно 1 или 2 огурца, в зависимости от того, насколько вы их любите в салате, и также половина луковицы. Мы должны будем луковицу нарезать как можно мельче. Можно сделать это вот таким образом, как это делаю я. Вы, конечно, можете измельчить овощи и в блендере, но это нежелательно делать с огурцом. Но лучше будет, если они сохранят свой жевательный эффект. Огурец мы разрезаем на 3 части, или в зависимости от размера, и обрезаем его вот таким вот образом, чтобы не затронуть его середину, там, где в огурце больше всего воды. Ее мы не используем, можно ее прямо сразу съесть. Давайте посмотрим еще раз. Мы обрезаем все вокруг середины огурца. И именно эти части мы и будем использовать. Удобнее всего сначала нарезать их соломкой, полосками, и затем уже измельчить на маленькие кубики, как можно более мельче. Лук нарезанный и нарезанные огурцы мы складываем вместе в какую-нибудь емкость и добавляем туда соль в объеме 1 чайной ложки. Все это мы хорошо перемешиваем с солью и пока что отставляем в сторону где-то на 20 минут. Также мы подготовим с вами морковь в объеме 1/3 моркови. Это добавит и вкуса, и очень красивого цвета нашему салату. Нарезаем сначала дольками, затем тонкими полосками и затем измельчаем на мелкие кубики. Если хотите, то можете предварительно и отварить морковь. Это дело вкуса. Отваренную картошку мы должны размять в пюре. То есть картошку тоже как разминать, прям-таки в пюре или оставить немного ее кусочками, тоже дело вашего вкуса. Затем мы целиком полностью остужаем картофель. Через 20 минут огурец и нарезанный лук мы должны будем с вами отжать из них лишнюю воду. Мне удобнее всего для этого пользоваться вот таким вот мешочком из натуральной ткани. Если можно использовать любой кусок ткани, в него завернуть, или же просто сделать это руками. Вы удивитесь, сколько выйдет из них воды. И именно уже в отжатом виде мы их будем использовать для салата. Отваренные яйца вкрутую мы очищаем от скорлупы и затем должны отделить белок от желтка. Причем 2 желтка должны быть совершенно, они нам понадобятся целыми. Затем для топпинга впоследствии, а другие 2 желтка мы используем для салата. Белок мы должны будем измельчить. Насколько его измельчить, насколько мелко нарезать, это тоже дело вашего вкуса. Насколько вы любите, чтобы в салате чувствовалось жевание, или же чтобы он более представлял из себя однородную массу. Как я и говорила, для топпинга нам потребуется 2 желтка, далее, а другие 2 желтка мы пустим в салат. Мы их должны размять точно так же, как и вареный картофель. Теперь все уже готово и можно закладывать все в салат, а именно размятый желток, белок, морковь и огурцы с луком. В принципе, вы можете добавить в этот салат, например, яблоко тоже мелко нарезанное, или консервированную кукурузу, или даже соленые огурчики, которые лучше тоже предварительно отжать, чтобы удалить из них лишнюю влагу.
И теперь мы закладываем уже специи. Соль в объеме 1 чайной ложки, сахар 1 или 2 столовые ложки. Здесь уже дело вкуса. Когда все перемешаете, можете попробовать и добавить все то, чего по-вашему не хватает. И также черный или белый молотый перец в объеме 1 щепотки, но опять же все по вкусу. И, конечно же, майонез. Майонез я использовала в данном случае в объеме 200 мл, то есть целую упаковку. Но тут опять же дело вашего вкуса. Вы добавьте некоторую его часть, перемешайте, попробуйте. Если вам кажется, что он достаточно суховатый салат, то добавьте тогда майонеза еще. Все это мы перемешиваем до однородной массы. И тогда салат готов. И далее, очень интересно, как можно его засервировать. А именно, вариант первый. Это в пиале, как совершенно обычный салат, но сверху мы еще сделаем красивый топпинг. Вариант второй. Это в виде шариков. Если у вас есть ложка для мороженого, которая называется скуп, вы можете использовать ее, это очень удобно. У меня ее нет, я просто скатываю шарики руками. Тут уже, кстати, многое зависит от консистенции самого салата. Это получится либо легко, либо чуть сложнее. Все зависит от того, сколько майонеза вы в него добавили. И теперь, для чего нам, собственно говоря, были нужны 2 желтка. Сейчас будем делать топпинг. А каким именно образом? Нам понадобится для этого железное сито. И мы на нем просто-напросто перетираем желток прямо над тем, что мы собираемся покрыть сверху топпингом, а именно шарики и салат в пиале. И третий вариант сервировки. Самый интересный и, по-моему, самый вкусный. Это в виде сэндвичей, но тогда вам понадобится хлеб для тостов, кстати, который предварительно можно обжарить на сковороде с сливочным маслом, или же просто делать из него тост, или использовать прямо его свежий хлеб. Здесь мы стараемся положить начинки как можно больше, и затем сверху накрываем вторым кусочком, немного прижимаем, чтобы все это плотно село и утрамбовалось. И тут можно есть его либо так, либо сделать все немножко красивее, а именно обрезать твердые плотные краешки хлеба. Здесь уже многое зависит от самого хлеба, от его качества. Либо он жестковатый, либо более мягкий. Будьте аккуратны, чтобы хлеб не поломался, не потрескался. Вот у меня жестковатый, пришлось сделать это очень аккуратно. И затем мы либо подаем целиком, либо разрезаем его еще на 2 более маленькие части. Отличная идея для ланч-боксов для вас на работу или для ваших детишек в школу. И вуаля! Вот мы получили 3 возможные варианта сервировки одного и того же салата. Это картофельный салат в корейском стиле, так как это современное блюдо, его подают вот в таких вот 3 вариантах, как блюдо на закуску. То есть к основным блюдам это закуска. И я думаю, это отличная идея, особенно сейчас, когда у всех дома осталось очень-очень-очень много вареных яиц, и теперь вы знаете, как их можно съесть. Приятного вам аппетита!